Изоляция, раздел России, громкое заявление мэра Львова и обращение к белорусам. В чем суть? Путин приказал остановить наступление. Реакция Украины и призыв к западной прессе. В Киеве вспомнили Иловайский котел. Армия теряет город. В Комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне заговорили о неизбежном сценарии для ВСУ. НАТО отправляет тысячи своих военных к границам РФ. Операция по отработке обороны и наступления. Скандал между Москвой и Брюсселем. Удар в спину от союзника. Пресса Лондона пишет о британском инструкторе, который перешел на сторону РФ, находясь в Одессе. Детали. Срочная эвакуация правительства. Трамп угрожает бросить Байдена за решетку. Масштабный протест ортодоксальных евреев из-за арестов уклонистов. И скандал в элитном подразделении разведки. Купленные места и бойцы, которые не могут сдать физнормативы. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. 2 нападения за один день. В Украине громкие скандалы с ТЦК или же военкомами. На сборном пункте в Полтавской области мобилизованный открыл огонь прямо во время оформления документов. Вместо ответа на вопрос о наличии запрещенных предметов он достал переделанный травматический ТТ и нажал на курок. При этом местные журналисты пишут, что мужчина требовал его отпустить. В противном случае он откроет огонь. В результате 2 военных получили ранения голени. На данный момент военнослужащие находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция. Продолжаются следственные действия. Еще один громкий инцидент расследуют в Одесской области. Там, в районе известного рынка страны 7-й километр, военкомов избили, а их бусик перевернули. Украинские медиа сообщали, что к этому причастны сотрудники рынка. В то же время администрация 7-го километра уверяет, что предприниматели не имеют никакого отношения к инциденту и категорически осуждают любые проявления насилия. В то же время одесские военкомы заявили, что это было групповое нападение, и ведомство расценивает инцидент как попытку силового воспрепятствования законным мобилизационным действиям и предупреждает о суровой ответственности. Россию надо изолировать как страну, а потом разделить на 20 независимых государств. Только тогда закончится война. Такое заявление сделал мэр Львова Андрей Садовой. Он назвал РФ последней империей в мире и считает, что подобный сценарий выгоден и украинцам, и белорусам. При этом он выразил надежду, что белорусские туристы рано или поздно будут приезжать во Львов, пить львовский кофе и пробовать львовский шоколад, так как белорусы – соседи Украины. Он также призвал граждан этой республики быть сильными и крепкими и поблагодарил тех, кто поддерживает украинцев. Поэтому все, что касается поддержки белорусов, я делал, делаю и буду делать. Это важно. Мы живем рядом, мы соседи. Мы должны иметь добрые отношения. Я верю, что когда-нибудь Россия распадется на 20 независимых стран и перестанет быть центром агрессии, центром оккупации, каким она является. И Беларусь, и Украина будут иметь очень качественное будущее. НАТО отправляет тысячи своих военных в регионы, которые граничат с Россией. В Финляндии стартует масштабный цикл учений сухопутных войск, в которых принимают участие союзники по Альянсу. Маневры пройдут по всей стране, от южных регионов до Лапландии, включая территории, непосредственно прилегающие к российской границе. Цель, как заявляется, учений — отработка совместных действий вооруженных сил Финляндии, резервистов и военнослужащих стран-партнеров в современных боевых условиях с учетом опыта войны в Украине. В ходе операции отрабатываются элементы обороны, контрнаступления и взаимодействия различных родов войск, включая ПВО и артиллерию. Особое внимание уделяется взаимодействию с союзниками в зимних условиях северных регионов. В маневрах участвуют подразделения из Великобритании, Швеции и Польши. Всего привлечено более 900 единиц техники. В рамках учений отрабатывается совместная операция подразделений, наступление механизированного батальона при поддержке городских егерей в населенной местности. Цель – подтвердить готовность и способность сухопутных войск отражать наступление противника. НАТО не стремится воевать с Россией. Такое заявление сделал министр обороны Бельгии, который совсем недавно в интервью заявлял о том, что Брюссель в ответ на удар России готов стереть с лица земли Москву. Его цитату я приводил в прошлом выпуске. На заявление Тео Франкена отреагировал Медведев, написав следующий пост. Поздравляю всех друзей России и особенно имбирного бельгийского министра обороны с успешным испытанием ядерного подводного дрона «Посейдон». В отличие от «Буревестника», «Посейдон» можно считать настоящим оружием судного дня.
Тео Франкен при этом назвал Медведева главным хулиганом и задирой России, который не перестает угрожать и оскорблять, и объяснил свои слова об ударе по Москве. Они собирались стереть Запад с карты, когда мы решили поставлять оружие, чтобы помочь Украине против их жестокого вторжения, когда мы собирались поставить ракеты большой дальности, когда мы приняли Финляндию и Швецию в НАТО и так далее. НАТО не воюет с Российской Федерацией и совершенно не стремится к этому. Мы по определению оборонительный союз. Но принцип ответного удара нашего альянса остается неоспоримым уже 76 лет. Это его основа. Именно это я имел в виду в интервью Хьюма, и ни от одного слова не отказываюсь. Удар в спину от союзника. Киев заявляет о задержании британца, который перешел на сторону России, находясь при этом в Украине. Об этом пишет The Telegraph. По данным украинской прокуратуры, мужчина снабжал ФСБ секретной информацией о позициях украинских войск, а также данными об иностранных инструкторах, которые обучали вместе с ним представителей ВСУ. Иностранец, имя которого не раскрывается, как утверждается, передавал координаты военных объектов, фото тренировочных баз и данные украинских офицеров. Издание со ссылкой на данные следствия пишет, что британец прибыл в Украину в 2024 году как инструктор по подготовке мобилизованных, но оставил эту работу и переметнулся в Одессу, где начал искать контакты с Россией в соцсетях. Там и был завербован, утверждают в Украине. The Telegraph пишет, что гражданин Великобритании помимо передачи информации занимался подготовкой теракта. В СБУ заявили, что мотив британца – это получение быстрых и легких денег за исполнение заданий. СБУ утверждает, что мужчина передавал данные о других иностранных военных инструкторах и о местонахождении учебных центров на юге Украины, где он ранее работал. Разведданные включали фотографии учебных объектов, координаты украинских подразделений и идентифицирующую информацию о военнослужащих, сообщили прокуроры. Однако задачи, которые ставили перед ним российские спецслужбы, вскоре вышли за рамки предоставления разведданных, утверждается в обвинении. Украина заявляет о работе над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении. Главком ВСУ Сырский поставил ультиматум командирам на восточной линии фронта организовать качественное выполнение задач и не допустить безответственности. Об этом говорится в последней публикации Сырского. Также он говорит, что отдал приказ усилить защиту маршрутов обеспечения и эвакуации. В то же время Сырский отвечает России: окружения ВСУ на двух направлениях нет. Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы блокировании сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. Вместе с тем в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет место пребывания, поэтому первоочередная задача – выявить ее и уничтожить. Россия при этом отвечает Сырскому, что окружение есть. В Минобороны РФ заявляют, что ВСУ пытаются прорвать это окружение и выйти из него. При этом, по данным россиян, украинские военные штурмуют для этого определенные позиции ВС РФ. Но в РФ заявляют, что Путин отдал приказ остановить наступление России на этих направлениях. И лишь на короткое время для журналистов, которым Россия по-прежнему предлагает зайти, далее цитата, в зону окружения. Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих. Украина уже дала ответ Путину. На предложение ответили в Министерстве иностранных дел, напомнив об Иловайском котле на Донбассе и предложении Путина от 29 августа 2014 года, когда он говорил о гуманитарном коридоре для украинских военных. Журналистов призвали не доверять Москве и заявили об ответственности. И он никогда не соблюдал ни одного из своих обещаний о прекращении огня. Не помогайте ему оправдывать свои преступления через российские провокации против журналистов. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим. При этом секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Украины Роман Костенко в эфире радио НВ уже дал понять: армия теряет город, и потеря Покровска – это вопрос времени, заявил Костенко. Многие понимали, что с теми темпами и теми ресурсами, которые задействуют россияне непосредственно на этом направлении, потеря Покровска — это давно было вопросом времени. И все, что мы делали, чтобы притормозить продвижение россиян. Мы не должны забывать, что россияне, начиная с 22 года,
не оставили своей основной стратегической цели. И это подтверждает и Главное управление разведки, Служба внешней разведки, Минобороны, Генштаб, что для россиян их стратегическая цель и на 24 год, и на 25-й – это захват Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Напомню, 11 тысяч российских военных задействованы для окружения Покровской агломерации. О таком скоплении войск накануне заявляли десантно-штурмовые войска Украины. Байдена за решетку. Трамп намекает, что его предшественника необходимо отправить в тюрьму. Об этом пишет любимое издание республиканца «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на агрессивное сообщение Трампа в его соцсети True Social. 47-й президент написал короткий текст и выругался. Он преступник и должен сидеть в тюрьме. Полный неудачник и подонок. Отвратительный человек и внутри, и снаружи. Я разгромил его, и теперь мне нравится смотреть, как он корчится. В этой записи нет прямого упоминания Байдена, но есть прикрепленная ссылка на статью Just the News, где утверждалось, что расследование Arctic Frost, начатое против Трампа при администрации Байдена, имело слабые основания. Именно поэтому американские медиа считают, что это сигнал 82-летнему Байдену, который сейчас проходит курс лечения от рака простаты. Трамп ранее обвинял следователей и спецпрокурора Джека Смита в политической охоте и призывал посадить всех этих бандитов. Это цитата. Ранее дело против него, связанное с попыткой отмены выборов 2020 года, было закрыто после его возвращения в Белый дом. Как считаете, отправит ли Трамп своего оппонента в тюрьму? Поделитесь своей точкой зрения, пожалуйста, в комментариях. И, как всегда, друзья, на этом моменте прошу поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Спасибо всем тем, кто уже со мной ежедневно. А я продолжаю. Масштабный протест против арестов уклонистов прошел в Иерусалиме. Акция под названием «Крик Торы» собрала десятки тысяч ультраортодоксальных евреев, которые вышли на улицы, протестуя против задержаний религиозных студентов, отказавшихся служить в армии. Это редкий случай, когда разные религиозные течения Израиля объединились с общей целью. Организаторы называют митинг молитвенным собранием, а не политическим протестом. Без сцены, без речей, только чтение молитв. Женщин попросили находиться в отдельной зоне или присоединиться к молитвам из дома. Полиция усилила охрану, опасаясь возможных провокаций. По данным израильской прессы, напротив должен был проходить контрмитинг. Семьи погибших и раненых солдат требовали, чтобы все граждане несли равную обязанность служить в армии. Религиозные лидеры подчеркивают, что выступают не против закона, а против арестов и давления на верующих. Но часть духовенства все же отказалась участвовать в митинге, заявив, что акция слишком мягкая, а протестующие не требовали вернуть старую систему, когда изучающие Тору были полностью освобождены от службы. Организаторы еще раз подчеркнули, что протест направлен не против именно закона об освобождении от призыва, а против арестов студентов Ешив, обозначенных как дезертиры. Обсуждение закона все еще продолжается, и ему место в Кнессете, сказал источник. Если бы это было единственной проблемой, мы не стали бы проводить митинг. Но после арестов студентов Ешив и преследований против нас было решено протестовать. Срочная эвакуация правительства. Топ-представители администрации Трампа бегут за забор армии. Высокопоставленные чиновники переселяются на военные базы. Как пишет The Atlantic, Стивен Миллер, Марко Рубио, Кристи Ноэм, Пит Хексет и другие ключевые фигуры новой администрации буквально эвакуировались из своих домов, перебравшись в военные зоны. Причина – волна угроз, уличных протестов и нападений, вспыхнувших после убийства активиста Чарли Кирка. По данным издания, столько гражданских чиновников на военных базах в США еще не проживало. Теперь генералам не хватает домов. Эксперты называют это тревожным симптомом. Граница между гражданской властью и армией стирается. Администрация Трампа оправдывает шаги ростом политического насилия, но критики видят в этом создание зеленой зоны Трампа, закрытого мира чиновников, отрезанных от страны, которой они управляют. В результате жилье, обычно предназначенное для старших офицеров, стало дефицитом. Некоторые строения, рассчитанные на генералов, не подходят для семей с маленькими детьми. Многие требуют удаления свинца и капитального ремонта. Армия уведомила Конгресс в январе, что планирует потратить более $137 тысяч на ремонт и обновление дома Хексета на базе Макнейр до его заселения.
Нулевая подготовка армии и большие проблемы. В Туркменистане громкий скандал. Генштаб направил проверяющих в две элитные части Главного управления разведки – десантно-штурмовую и подразделение радиоэлектронной борьбы. Поводом стали публикации Turkmen-News о тотальной коррупции, дедовщине и полном развале дисциплины. Проверки подтвердили худшее. Техника ржавая, бойцы не натренированы, а престижная служба давно превратилась в бизнес. За $1000 сыновей и племянников влиятельных людей записывают в элиту, но тренироваться никто не заставляет, уточняет это издание. В обеих частях проверяющие отметили серьезные проблемы с техникой и материальным обеспечением. Большая часть военной техники фактически неисправна. Ее приводят в приличный вид только перед парадами. В казармах личного состава матрасы настолько старые и грязные, что новоприбывшие спустя 2-3 недели подхватывают чесотку. Мазь бензил-бензоат от чесоточных клещей им приходится покупать за свои деньги. Просто так санчасти ее не отпускают. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.